Как бы печально это ни звучало, но каждого рано или поздно настигает состояние, называемое как личностный кризис или же кризис идентичности. Он наступает в жизни любого взрослого человека, независимо от его социального статуса или жизненных условий. Такое состояние характеризуется внутренней пустотой, ощущением непригодности и отсутствием понимания самого себя, а также своих эмоций и чувств. Человек, находясь в нем, становится живой снаружи, но пустой внутри оболочкой. Тем не менее, этот момент является важным в формировании личности человека, так как подводит того к переосмыслению своей жизни с целью перехода на новый уровень существования. И то, как человек преодолеет этот кризис, какие решения для себя примет и какие выводы сделает, способно существенным образом определить ход его дальнейшей жизни. Именно в таком нелегком положении оказывается Сусуму Накоши, главный герой манги под названием Гомункул. Отринув воспоминания о своем прошлом, он сильнейшим образом запутался в себе, практически целиком утратив свою личность. И самое сложное в его положении оказывается то, что скорее всего он и сам не осознает того, что с ним в действительности происходит. Но благодаря череде случайных обстоятельств у него получается открыть глаза на мир вокруг, а что главное, на себя самого. Он знакомится с разными людьми, проникается их проблемами и комплексами и тем самым постепенно начинает заново узнавать себя. Звучит весьма радужно и жизнеутверждающе, но не все так просто, ведь не зря автор этой истории тот же человек, что и написал одну из самых жестоких манг под названием «Убийца Ичи». Но об этом чуть позже. Не так давно Накоши сменил привычный образ жизни и стал бездомным, ночующим в салоне своего старенького автомобиля. Он расположился буквально между двух миров: отелем класса люкс, в котором проводят свой досуг всевозможные сливки общества, и городским парком, местом обитания всех несчастных и обездоленных. И хоть Накоши находится в том же положении, что и люди, живущие в парке, тем не менее что-то внутри себя не позволяет ему к ним присоединиться. А потому в лагере он появляется только в качестве гостя, для того, чтобы как-то скоротать свои целиком свободные дни. И бездомные к нему относятся вполне дружелюбно, хоть и подмечают, что Накоши какой-то мутный парень, так как постоянно врет о том, кем же он в действительности был до бездомной жизни. Но раз он не доставляет каких-либо проблем, а то и проставляется выпивкой, то и причины относиться к нему плохо никакой нет. Понятно, что у любого человека, живущего на улице, найдется часть биографии, которой он не захочет ни с кем делиться. И главный герой в этом случае не исключение. Такой, пусть и не слишком комфортный, но зато беззаботный образ жизни мог бы продолжаться достаточно долго, если бы не одно «но». Закончившиеся деньги, а вместе с ними и бензин, с помощью которого Накоши не окоченевал от холода декабрьскими ночами. И в некотором роде ему улыбается удача, так как в последнее время за ним проводил слежку таинственный господин, желающий сделать тому заманчивое предложение. Суть заключается в следующем. Неизвестный проводит над героем операцию под названием «Трепанация черепа» с целью пробудить у того шестое чувство, а взамен герой получает солидное денежное вознаграждение. Но перспектива заиметь в голове дыру или еще хуже умереть в процессе операции Накоши не кажется заманчивой, а потому он посылает незнакомца куда подальше и готовится ко сну в уже остывшем салоне автомобиля. На следующее же утро Накоши, как обычно, отправляется в лагерь бездомных, чтобы как-то скоротать время. К его неудаче, по ходу его пребывания в парке, его машину успевают забрать на штрафстоянку. И мало того, что ему нужны деньги, чтобы выкупить ее назад и вернуть свое единственное место для ночлега, так еще и с каждым днем сумма штрафа будет все больше и больше расти. И мысль о том, чтобы вернуться на обычную работу, где он якобы сможет чувствовать себя самим собой, вызывает у него панический ужас. Он вынужден опуститься до такого состояния, что хочет просить денег у бездомных, но тут снова встречает того самого господина. И в этот раз, за неимением иного способа быстро заработать денег, он принимает условия сделки. Этой загадочной личностью оказывается 22-летний студент по имени Манабу Ито, богатенький сынок владельца одной из крупнейших японских клиник, что и позволяет ему на деньги своего отца заниматься подпольными исследованиями. Формально трепанация черепа в Японии не запрещена, так что ничем нелегальным он не промышляет. И как мы уже поняли, объектом его интереса является медицинская сторона возникновения экстрасенсорных сил. А по его мнению, человек, избравший существование между миром богатых и миром обездоленных, идеально годится на эту роль. После некоторой беседы они отправляются в заброшенный отель, один из номеров которого уже полностью переоборудован под все нужды операции. Дело остается за малым – просверлить в черепе дырку. По словам Ито, это ничуть не больнее, чем лечение больного зуба. Разве что в процессе можно умереть или же остаться навсегда овощем, но что поделать, деваться уже некуда, процесс запущен. По первому впечатлению, ни способности к левитации, ни склонности к спиритизму, ни какого-либо просветления не наступает.
И тогда возникает вполне закономерный вопрос, а почему это вообще должно было сработать? В качестве основного аргумента какого-то действенного эффекта трепанации используется тот факт, что у новорожденных детей в черепе находится отверстие, зарастающее в первый год жизни. А как мы знаем, дети куда больше предрасположены к поглощению новой информации, нежели взрослые. К тому же отверстие в голове положительно сказывается на черепно-мозговом давлении, что способствует большему притоку крови к мозгу. Таким образом, человек многократно увеличивает свои мыслительные способности, получая доступ к ранее закрытым опциям, таким как, например, ясновидение. И долгое время человечество действительно придавало трепанации какое-то сакральное значение, практикуя ее еще с каменных времен. Но в реальности же никакой доказанной пользы от этой процедуры нет, так что не торопись хвататься за шуруповерт. На протяжении последующих нескольких дней Манабу устраивает для Накоши разнообразные испытания с целью выявить хоть какое-то проявление способностей. И главный герой демонстрирует блистательное отсутствие каких-либо сил. Разве что он ведет себя как-то странно, правда это поведение и мало чем отличается от того, что мы видели раньше. Он и сам-то в принципе не верит в то, что в ее восприятии должно было хоть что-то поменяться. И вот по пути к своей машине после очередной проверки ему в лицо прилетает горсть грязных листьев, из-за чего Накоши продолжает идти, потирая правый глаз рукой. Но тут же, к своему удивлению, обнаруживает, что люди вокруг него сменили свой привычный вид на каких-то сюрреалистических существ. У одного отсечена часть головы, другой плоский как лист бумаги, а третья как кубик Рубика поделена на составные части. Зачарованный этими странными образами, он врезается в идущего навстречу ему якудзу, которого видит в качестве огромного робота с одной лишь неизменной частью – мизинцем на левой руке. И тот уже готовится отсечь Накоши палец за такую дерзость, но герой, идя на поводу своих чувств, начинает говорить ему что-то невнятное. И что-то в потоке этой, казалось бы, бессвязной речи находит в нем отклик, из-за чего якудза, пуская слезы, разворачивается и уходит. Накоши вполне очевидно сводит все на простые галлюцинации, о которых тем не менее сообщает Манабу. Тот приходит к выводу, что существа, которых видит Накоши, это гомункулы, визуализация потаенных человеческих комплексов и душевных травм. Но странным остается то, что не все люди при взгляде на них левым глазом становятся гомункулами. Как минимум половина из них сохраняет свой прежний вид, а сам же Манабу представляет из себя попросту пустое место. Единственный способ разобраться в том, что было день назад, это еще раз увидеться с тем якудзой. И долго искать способ встречи не приходится, так как тот сам активно разыскивает главного героя. По ходу их встречи они и сами не сильно понимают, что же вчера между ними произошло. Накоши начинает изучать гомункула якудзы со всех сторон, чтобы добраться до его истины. Но тут, как ни кстати, в самый неподходящий момент заходит один из прислужников и застает героев в моменте, который можно весьма двусмысленно трактовать. Якудза в привычной манере достает нож, чтобы отсечь провинившемуся подчиненному палец, и в этот момент Накоши начинает видеть его в качестве ребенка, калечащего себя самого. Он задает тому вопрос: «Зачем ты пытаешься отрезать себе палец?», из-за чего у него самого начинают всплывать флешбеки из далекого детства. Накоши вспоминает, как, катаясь с другом на скейтбордах, решил над тем безобидно пошутить, слегка его подтолкнув. Но из-за этой необдуманной шутки его друг потерял равновесие и упал под машину, из-за чего в итоге лишился ноги. И Накоши видит в якудзе родственную душу, человека, который пережил ту же травму, что и он сам. Как и у главного героя, у него также лежит на сердце тяжкий грех. В своем детстве, собирая колосья в поле, он совсем того не желая, случайным образом отсек своему другу палец. Но не зная, как поступить, он просто убежал. И чтобы эта травма давала ему жить дальше, он убедил себя в том, что у него есть полное право делать больно другим людям. Он отрезал пальцы людям не потому, что он якудза, он стал якудза, чтобы отрезать людям пальцы. В этот момент между героями происходит пик взаимопонимания, из-за чего они оба укатываются в слезы. Якудза для себя решает, что ему следует лишить себя пальца, чтобы хоть как-то искупить свою вину и навсегда покончить с этой ситуацией. После этого он бросает жизнь криминального авторитета и, поблагодарив героя, уходит в неизвестном направлении. А тот же, вернувшись в свой автомобиль, начинает ухахатываться с того, какой же якудза на самом деле идиот. Но в какой-то момент его смех перерастает в безудержный плач. Когда герой начал видеть гомункулов, на некоторое время мне показалось, что история пошла немного не по тому пути. Так как долгое время поднимался вопрос развития экстрасенсорных сил, то ожидаемо было, что в этом русле и будет двигаться сюжет. Но, к счастью, обошлось без мистики, эзотерики и ауры. Основная концепция манги, то есть гомункулы, хоть и с большими условностями, но строится на основах современной психологии и психоневрологии. Образы, которые видит Накоши, если быть совсем дотошным, не что иное, как зрительная агнозия, вызванная повреждением коры головного мозга.
Проще говоря, у него нарушение восприятия, при котором мозг видоизменяет информацию, получаемую через глаз. Таким образом, Накоши и получил способность видеть то, чего в действительности же нет. Судя по всему, облик гомункулов формируется из собственных либо знакомых Накоши комплексов, отражения которых он находит в других людях. Его бессознательно, исходя из незначительных простому наблюдателю невербальных знаков, таких как жестикуляция, мимика, внешний вид и поведение, создает загадочных существ, которых Накоши в свою очередь предстоит правильно расшифровать. Таким образом, разбираясь в проблемах малознакомых ему людей, он в первую очередь разбирается в самом себе. И это куда интереснее и изобретательнее, чем какая-нибудь банальная экстрасенсорика. Такого решения в принципе и стоило ожидать от такого способного автора, как Хидео Ямамото. Про него и насколько это было можно подробно рассказал в видео с разбором другой его культовой работы – манги «Убийца Ичи». Можешь посмотреть его по подсказке справа сверху или по ссылке из описания под видео. Но к своей невнимательности в том ролике я использовал фотографию его тезки, как по имени, так и по фамилии. Признаю косяк, на который ты скорее всего даже не обратил внимания. Что удивительно, так это то, что этот человек тоже имеет непосредственное отношение к убийце Ичи, так как выступил в качестве оператора при производстве одноименной киноадаптации. Собственно, по этой причине их частенько и путают. Гомункул в некотором роде является идейным продолжением убийцы Ичи, так как логически продолжает и завершает поднятую в нем тему возникновения человеческих травм, способствующих разложению личности. К тому же Ямамото осознанно или же неосознанно не чурается самоцитирования. В гомункуле, как и в убийце Ичи, также фигурируют отель, якудза, сходящий с ума главный герой, а также специальный телефон, по которому ему следует звонить. А главная любимая сцена автора, в которой герои сидят друг напротив друга за ресторанным столиком возле окна. Поначалу может показаться, что Накоши, если не хороший парень, то как минимум среднячковый, который попросту переживает не лучшие времена своей жизни. Да и к тому же у него теперь уникальная возможность общаться напрямую с сердцами людей, избавляя тех от серьезнейших душевных травм. Но чем ближе мы узнаем этого героя, тем очевиднее становится нам, что с ним явно что-то не так. И это что-то не так началось задолго до встречи с Манабу, дырки в голове и гомункулов. Такая череда обстоятельств лишь помогла ему, используя души других людей в качестве зеркала, наконец-то взглянуть на настоящего себя. На протяжении всей жизни Накоши жил в мире пустых оболочек, в котором каждый пытается казаться тем, кем он в действительности не является. В нем люди лишь набор брендов, статуса, должностей и всяческих материальных благ. Абсолютно не важно, что внутри тебя. Важно лишь то, что снаружи. И у Накоши не остается иного выбора, кроме как начать играть по этим правилам. Он отучился в престижном институте, нашел высокооплачиваемую работу, суть которой заключается в том, чтобы обогащаться за счет разорения маленьких компаний. Накоши буквально строит свое счастье на горе других людей. А взамен получает роскошную машину, номер в элитном отеле и внимание девушек, готовых на все ради фирменной косметички. Но только этот фальшивый мир ни на шаг его не приближает к счастью, а лишь еще сильнее запутывает. Пытаясь быть кем-то, он теряет того себя, кем в действительности был. В отдаленных уголках своего сознания он прячет неприятные воспоминания, пытаясь быть кем-то другим, ровно до того момента, пока иллюзия хорошей жизни не дает трещину. Этот мир ему настолько чужд, что он подсознательно возвращается в стадию глубокого детства, потому ночами спит в позе зародыша, посасывая большой палец, а мир познает преимущественно через самые искренние чувства восприятия, вкусы и запахи. Но способность видеть гомункулов позволяет ему не только пробовать и нюхать мир вокруг, но видеть и ощущать его истинную суть. Тем не менее, кое-что еще остается для него неясным. Как же выглядит его собственный гомункул? Путь, который проходит Накоши на протяжении всей манги, не что иное, как борьба с кризисом идентичности. Гомункулы — это лишь оболочка основной фабулы произведения, а именно того, что от своих проблем никуда не убежишь. Ты можешь сделать вид, что их нет, притворяться другим человеком, окружить себя наилучшими благами, но от этого проблемы никуда не денутся. Ты лишь оттягиваешь тот момент, когда тебе придется встретиться с ними лицом к лицу. И только когда ты наберешься смелости заглянуть внутрь себя, у тебя наконец получится жить полноценной жизнью, находясь в гармонии с самим собой. Что мне нравится в этой работе, так это то, что она обращена не столько внутрь себя, сколько внутрь читающего ее человека. Хоть сам по себе сюжет полноценен и логически завершен, тем не менее в нем проскакивают моменты, позволяющие интерпретировать историю множеством способов. Для кого-то Накоши окажется эгоистом, который использует других людей, чтобы наладить свою жизнь. Другие же увидят в ее поступках искупление за все совершенные им плохие дела. Манга, воздействуя на внутренний мир читателя, использует его для того, чтобы тот нашел свой персональный отклик в истории. И самое главное, подводит его к вполне закономерному вопросу: а как же выглядит мой собственный гомункул?
Эта манга отлично прописанный психологический триллер, затрагивающий множество непростых тем. От того, что люди тратят свою жизнь на неправильные ценности, до того, что мир жесток и пожирает любого, кто хоть на минуту проявил слабость. И такое обилие проблематики в сюжете говорит о некоторой культурной ценности данного произведения. Эта история не столько просто вырезка из жизни человека, который немножко сходит с ума, сколько воплощение личного опыта и переживаний самого автора. Ведь не зря образ главного героя взят с самого Хидео Ямамото. Мангака достаточно умело и доступно объясняет основы психоанализа и устройства человеческого бессознательного. Обладая этими инструментами, человек сможет заглянуть чуточку глубже того, что он считает настоящим собой, тем самым хоть на пару шагов приблизиться к пониманию самого себя. На этом, я думаю, пока что все. Не теряй себя, а если потерял, то сделай все, чтобы заново найти. Подписывайся на канал, если ты тут впервые, также на мой телеграм и на Бусти, если хочешь меня финансово поддержать. У меня там вышел пост о том, как я борюсь с прокрастинацией. Возможно, эта информация окажется для кого-то полезной. Ну а пока.